Всем привет! Продолжаем добавлять софт в наш девайс. Сегодня хотели бы показать вот такую магнитолку Gezers 152 в данном случае VFI, которая требует пароль для входа. Чтобы нам узнать, какой пароль, в нашем софте мы добавили вот такую вкладку в кальк. Заходим в кальк. Здесь выбираем Gezers 142-152. Выбираем модель. В данном случае у нас сейчас протестировано две версии. По 142 версия 200-304 и по 152 версия 009-402. У нас 152 магнитола. Посмотрим, какая версия. Для этого мы берем оригинальную карточку и посмотрим. Перезапустим магнитолу. Версия 009-402. Да, с этой магнитолы. Значит, мы берем карту, вставляем в наш девайс и нажимаем кнопочку Get PIN. Высвечивается пароль 3 единицы 84. Вставляем обратно карточку, магнитолу, перезапускаем ее, чтобы она загрузилась, и проверяем. Три единицы 84. Окей, все, магнитола работает. Так. В данном случае мы имеем оригинальную карточку с этой магнитолой, но бывают случаи, когда карта была в магнитолу записана уже давно, допустим, не родная, или же магнитола была без карты, вы сделали карту, когда загрузили, высветился пароль. Эта карта не родная, ну, она будет работать в магнитоле. Будет работать. Проверим, что она рабочая. Все, она работает в магнитоле со всеми меню. Но если мы ставим ее в девайс и нажмем Get PIN, нам покажет пин-код совсем другой. То есть, и если мы этот пин-код будем вводить в магнитолу, она нам, соответственно, скажет, что пин-код неверный. И в этом случае, значит, нам необходимо активировать кнопку Prepare и сделать Prepare. Так, еще раз. Все, Successful Write. Все нормально. Теперь мы можем вставлять карточку в магнитолу. Можем вставлять карточку в магнитолу. На несколько секунд темный экран. Данные записываются на карту. Потом происходит загрузка. И сейчас мы можем посмотреть, какой же пин-код у нас на магнитоле. Это в случае, если у нас была не родная карта. Мы опять вставляем наш девайс и нажимаем Get PIN. Все. Сейчас на данный момент у нас пин-код тот, который на магнитоле. То есть, напоминаю, это мы делаем в случае, если пин-код, который показал девайс, не подходит. Мы нажимаем, активируем кнопку Prepare и нажимаем Prepare. Все. Тогда нам показывает правильный пин-код, который в данном случае на магнитоле. Все, магнитола работает. Если у вас вдруг другая версия софта,
все-таки можно попробовать сделать так же, как мы делали. Если ничего не показало, возможно, мы будем еще добавлять, смотреть по... Сообщайте нам, пишите на email, какую версию софта вы проверяли, у вас не пошло. Или же, если пошло с какой-то версией софта, пожалуйста, пишите нам. Мы, возможно, подскажем идеи какие-то, если не пошло, что нужно сделать для получения пин-кода. Будем постепенно добавлять. Хотел бы еще вкратце по одной небольшой версии. У нас есть такая возможность в софте. Просто нет магнитолы показать. Но я хотел бы остановиться на ней и показать. Потому что спрашивают много. Clarion Change Version. Значит, для чего это необходимо? К примеру, у вас есть Leaf ASEO 24 киловаттный с версией софта 260. Но у нас такой версии нет в базе данных, но есть версия 240. Мы можем записать на карточку эту версию софта, вставить ее в девайс, выбрать данную опцию. Можем нажать Detect. Показалось, что у нас на карточке версия софта 240. И сделать изменения на 260. Произошла запись. Мы можем проверить Detect. Все, версия 260. Когда у нас появится данная магнитола, мы, конечно, обязательно снимем видео. Поэтому, как бы хотелось бы вкратце вот остановиться на этом моменте. В общем, пока все.